Я позабочусь о том, чтобы поставки оружия в Украину начались немедленно. Уже в ближайшие несколько часов мы начнем отправлять оружие. Это будут ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для ракетных систем и бронетехники. Ну, наконец-то! Свершилось! Но как вы думаете, как об этом рассказывают в России? Американцы проголосовали за выделение денег нацистам в день рождения Гитлера. Совпадение? Не думаю. И они радостно прыгали, и внутри, как бы сказать, храма американской демократии размахивали флажками нацистского государства, радуясь тому, что деньги американских налогоплательщиков пойдут у нацистов. Российская пропаганда в печали. План московских маньяков на 2024 провалился чуть более чем полностью. Если еще вчера они называли американцев просыпающейся нацией, которая вот-вот кинет Украину, то сегодня... Они же ведь сейчас не случайно во всех своих Нью-Йорк Таймсах и прочих пишут, что да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но и там людей не хватает. Людей не хватает, не хватает. Вы увидите, как в течение недели риторика «от людей не хватает украинцам» перейдет к тому, что людей должны помочь направить мы. Давайте-ка поедут еще 60 экспедиций добровольцев. Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24 канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы разбираем ту истерику, которая началась в России после голосования за выделение американской поддержки для Украины на 24-й и после подписания этого документа президентом США. Мы попытаемся понять, как именно повлияют на ход войны эти самые десятки миллиардов в тротиловом эквиваленте и что делать дальше. Сразу же прошу вас ставить лайки и передавать российской пропаганде свои пожелания в комментариях, чтобы это видео увидело как можно больше людей по всему миру. Подписывайтесь на нас, если до сих пор не успели этого сделать, и давайте начинать! Пакет поддержки, который мы выделяем Украине, обезопасит Америку. Он обезопасит мир. Таким образом, Америка продолжит свой путь в роли мирового лидера. Все это знают. Мы предоставляем нашим партнерам жизненно необходимую поддержку для того, чтобы они могли защищаться от угроз собственному суверенитету и защищать жизнь и свободу своих граждан. Итак, Соединенные Штаты таки выделили пакет поддержки Украине эквивалентом в 61 миллиард долларов. Я настаиваю, что это именно пакет поддержки, а не пакет помощи, потому что США являются гарантом безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года. Это не благотворительность, не дружественный жест и никакая не помощь. Это обязанность государства, которое заставило Украину отказаться от ядерного оружия в пользу России. Обязанность и, если хотите, исправление ошибок. Когда Путин увидел возможность, он нарушил Будапештский меморандум и сначала захватил Крым. Из-за этого я чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной. Я чувствую свою личную причастность, потому что я заставил Украину согласиться на отказ от ядерного оружия. Теперь все они считают, что Россия не пошла бы на это, если бы у Украины все еще было свое ядерное оружие. О том, до какой степени США на данный момент удалось исправить свои ошибки и когда они снова начнут полноценно выполнять обязанности лидера на мировой арене, мы поговорим чуть позже. Но сначала давайте насладимся той истерикой, теми воплями, которые начались в Москве после голосования за этот небольшой, но все же очень-очень важный пакет поддержки из США. В том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны, за максимальное увеличение числа жертв этой войны. Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК.
Сила и правда за нами. Хоть Медведев – это и специалист в том, что и в каком объеме заходит в ту или иную глотку, но эта его экспертиза не выходит за пределы того помещения, в котором он устраивает пьянки со своими собутыльниками и собутыльницами. Спасибо вам, ребят, вы смелые. В данной ситуации Медведев очень сильно лукавит. Никакой правды за ними нет, и он об этом знает. А сила, которая стоит за Россией, ограничивается тем, насколько Си Цзиньпин прогнется под следующего президента США, кем бы он ни был. Ну и, конечно, Медведев лукавит, когда говорит, что никто не сомневался, что США одобрят поддержку Украине. В этом сомневалось очень-очень много людей, особенно в Европе. Именно поэтому европейские страны НАТО активизировали поиски снарядов, передачу новых систем Patriot и, наконец-то, начали поднимать собственное военное производство. А по ту сторону линии фронта не только сомневались, что Конгресс одобрит поддержку, а и делали все, чтобы этого ни за что и никогда больше не случалось. Для этого, для срыва поддержки, они были вынуждены даже вскрыть своих самых высокопоставленных агентов на Западе, за что те поплатились какой-никакой анонимностью. И теперь украшают обложки американских изданий в шапках-ушанках, как вот эта мадам, трампистка Марджори Грин, которую без стеснения хвалит ее российская сестра Марджори Боброгрин. Марджори Тейлор Грин, которую ты показал, красотка. Один из немногих членов Конгресса США, который старается выглядеть как человек в старомодном смысле этого слова. Блондинка, ходит в белых пальто с меховым воротником. Демонстративно гетеросексуально. Грин – это то самое существо, которое на полном серьезе повторяет российскую пропаганду о якобы биолабораториях в Украине и рассказывает, что Путин напал на Украину, чтобы защитить христиан. Интересно, почему американские журналисты уже поняли, что она – это Грин, российский агент, а вот американские спецслужбы в упор этого факта не замечают? Неужели это Белый дом просит ее не паковать и делает это только потому, что боится, что у нее, у Грин и ей подобных накануне выборов в Палату представителей могут взлететь рейтинги, как это в свое время было у Трампа после публикации вот такого контента из-за решетки? Я уверен, что Белому дому и американским демократам в принципе давно пора стать намного решительнее. Трамп и ему подобные завоевывают аудиторию именно благодаря своей решительности. Если бы сегодня Байден начал диктовать Америке и всему миру стальную волю, он бы стал сверхпопулярным политиком. Тем более, что россияне не просто не собираются сворачивать работу своей сети агентов в США. Наоборот, в Москве озвучивают свои новые цели относительно Вашингтона и Америки как таковой. С учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия, и которая приведет, наконец, к бесславному распаду мерзкой империи зла XXI века – Соединенных Штатов Америки. Интересно, во влажных мечтах Медведева эти самолеты, танки и РСЗО должны быть куплены в военторге восставшими жителями Техасской Народной Республики или же отвоеваны у вооруженных сил США фермерами из Новоалабамы? Это были местные силы самообороны. Согласитесь, с учетом событий января 2021 года все это звучит не так уж и невероятно. В частности, поэтому американскому прогрессивному обществу, равно как и политическому классу, пора наконец-то очнуться и пресечь вражеские происки в зародыше, если это все еще зародыш. Но, подозреваю,
Все самое интересное мы увидим ближе к ноябрьским выборам. До того времени, благодаря долгожданному решению коллективного Вашингтона, Украине есть чем воевать. И поэтому пасти кремлевских маньяков и маньячек просто заливаются 40 или даже более высокоградусной пеной. Цинично до предела. Невозможно понять с точки зрения той самой демократии, которую воспевают Соединенные Штаты Америки. Как вы понимаете, про права человека на Капитолии не вспомнили ни один раз. Вот ни одного раза вы не слышали ничего связанного с правами человека, гуманитарной ситуацией, ни с точки зрения поставок и выделения траншей киевскому режиму, ни с точки зрения ситуации в регионе Ближнего Востока или Азиатско-Тихоокеанского региона. Нет этой темы тогда, когда на кону дележка миллиардов Соединенными Штатами Америки. Кстати, после выделения пакета поддержки из США в Москве снова завыли о переговорах. Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров. По запросу того же самого киевского режима в 2022 году согласие на эти переговоры были даны. Правда, делается это не для того, чтобы попытаться договориться о мире, а наоборот, чтобы сорвать мирные инициативы Украины и выставить ее, украинский обороняющийся народ, агрессором в глазах других стран. Россия действительно реалистично оценивает ситуацию и понимает, что скрывается за этими разговорами о псевдоформулах мира. И не дает себя, понимаете, вовлечь вот в эти постановки, инсценировки и эти интриги. Поэтому эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой формулы Зеленского, все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой. У нас есть точная информация от разведки, конкретные данные о том, что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать, как уменьшить количество стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок планами России, конкретными пунктами этих планов. Но все же превзошел всех в своей шизоидности на этот раз исполняющий обязанности ротовой полости Путина Дмитрий Песков. Он выдал просто межгалактически лицемерное заявление, согласно которому, получив много американского оружия, Украина начнет нести большие потери, чем до этого. Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть, а Украина будет нести большие потери. Интересно, зачем в таком случае Россия постоянно выклянчивает оружие у Ирана, Северной Кореи и Китая? Неужели для того, чтобы нести большие потери? Вот потому что потому. Ну а сам Путин, в отличие от всех остальных членов своей своры, на решение США не отреагировал вообще никак. Он появился на каком-то ручном съезде спустя несколько дней после новостей из Вашингтона. Но рабам запретили даже упоминать это в своих вопросах. Поэтому Путин 2 часа просто нес какую-то околесицу о якобы великом будущем российской экономики. Надо раскрыть этот колоссальный потенциал России, дать возможность нашим талантливым ученым, инженерам, предпринимателям, рабочим кадрам в полной мере проявить себя. Короче, Путину сказать вообще нечего, а официальная российская пропаганда уровнем пониже
в состоянии нервотрепки пару раз стрельнула себе в ногу, как, впрочем, и всегда в самых форс-мажорных ситуациях. Но вот так называемые народные пропагандисты, у которых уровень свободы бреда намного выше, после выделения пакета поддержки из США развернули меха на полную катушку. Задача перед ними стоит все та же – подготовить россиян к тотальной войне на чужой территории и сделать все, чтобы они, россияне, были согласны под американским свинцом умирать не тысячами, а десятками тысяч в день. А это довольно трудно после новостей о передаче Украине сотен ракет с кассетной боевой частью, а также на фоне предстоящих новостей о самолетах F-16. Поэтому пропаганда вынуждена возвращаться к истокам и выть о том, что Россия воюет чуть ли не лично с Гитлером. Американцы проголосовали за выделение денег нацистам в день рождения Гитлера. При этом зомбоящерица Скобеева, прекрасно понимая, что Вашингтон ни за что не разрешит Украине бить американским оружием по территории России, пытается убедить свой приход, что все как раз-таки наоборот. Киев вот-вот атакует приграничные территории России. Для понимания, атакамсы 300 километров – это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Поэтому жителям этих областей срочно надо останавливать атакамсы на территории врага. Да и вообще, на фронте куда безопаснее, чем в тылу. Говорю теперь, несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим мы из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. До точки кипения истерику пропагандистов доводит так называемый депутат Госдумы и большой любитель животных Алексей Журавлев. Если еще недавно он фантазировал про боевых орлов и рассказывал россиянам о якобы легальной возможности насиловать на территории Евросоюза черепах... Балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. То теперь этот персонаж призывает всех россиян встать под ружье. Ведь они, по большому-то счету, всерьез еще ничего не начинали. А вот теперь, когда подъехали атакамсы в товарных количествах, патриоты и скоро подъедут F-16, самое время начинать. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Понимаете? У нас поколение 30 лет воспитывалось, что? Да не, так сказать, у нас главное что? Ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. В какой-то момент мне показалось, что российская власть готовит какую-то новую, просто страшную волну репрессий в связи с предстоящей волной мобилизации в России. Но когда я увидел видео, которое покажу вам прямо сейчас, я понял, что мне не кажется, в России действительно грядет страшное. Очень ответственно я хочу сказать, что планов у руководства от страны по закручиванию гаек нет. Россияне давно выучили, если ни с того ни с сего на публику вылезает Матвиенко или еще кто-то из второго эшелона власти и обещает чего-то не делать, значит, в ближайшее время именно эта российская власть и собирается сделать. Так было во время аннексии Крыма в 2014 году. Так было перед началом полномасштабного вторжения в 2022. Так было перед первой волной мобилизации в России, и именно так происходит сейчас. Планов у руководства от страны по закручиванию гаек нет.
Это такой эмоциональные больше оценки. Второе, возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. Надеюсь, это она не про сталинские времена, потому что в нынешней России за такие высказывания можно из должности слететь и на зону отъехать. А второе, тоталитарное государство не может быть в 21 веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие, поэтому... Прививка есть. Да, и, конечно, есть иммунитет в нашем обществе уже, поэтому это досужие домыслы, разговоры, а подчас и специально вбрасываемые темы. Ну как? Убедила вас глава Совета Федерации в том, что в России репрессий ни в коем случае не планируется? Можете написать в комментариях. Ну а теперь я расскажу, что именно будет происходить в ближайшие месяцы в связи с выделением военной и финансовой поддержки американцами и активизацией европейцев. Попытки российских оккупантов наступать, скорее всего, провалятся с треском. До конца лета они способны будут по инерции захватить еще несколько небольших населенных пунктов. Но это повлечет за собой столько российской крови, сколько они не проливали до сих пор еще никогда. Ведь на дальних подступах к линии фронта на расстоянии 100, 200 и 300 километров будут методично уничтожаться их склады с боеприпасами, тяжелой техникой, легкой техникой, штабы с военным руководством, железнодорожные узлы, автомобильные развязки, ну и, конечно же, Крымский мост. Российским солдатам на передовой будет сильно не хватать брони, боеприпасов, связи, управления и, возможно, даже еды и воды. Ну а когда они будут пытаться идти в свои легендарные мясные штурмы, сначала они будут встречаться с кассетными артиллерийскими снарядами американского производства, а уже потом думать о каком-то продвижении к позициям украинских войск или не думать. Ну и, конечно, как тут забыть о 2 миллионах так называемых обычных снарядов, вовремя найденных для сил обороны Украины нашими друзьями из Чехии и Эстонии, и так любезно оплаченных рядом других наших настоящих друзей. Вишенкой на торте станет появление у Украины нескольких эскадрилей натовских истребителей-бомбардировщиков F-16, способных как сбрасывать бомбы на головы российских оккупантов, так и сбивать российские самолеты, так давно оборзевшие в украинском небе. 6-7 новых батарей «Патриотов», скорее всего, будут прикрывать украинские тыловые города. Но это совсем не означает, что, по крайней мере, 1-2 батареи не будут время от времени путешествовать вдоль линии фронта и отправлять российских летчиков на давно заслуженные культурные мероприятия. Для того, чтобы радовать, так же, как и вы радовали до сих пор, миллионы граждан нашей страны. То есть, давайте назовем вещи своими именами. В 2024-м Украина вряд ли сможет совершить какое-то значительное наступление на поле боя. Но вот значительно уменьшить собственные потери, остановить российское наступление и превратить его в настоящее пекло для сотен тысяч россиян – это да. Если на сегодняшний день Россия в Украине потеряла более 460 тысяч своих военных, и при этом ежедневные потери в последние месяцы составляют плюс-минус 1000 единиц когда-то живой силы, то до конца 2024-го ежедневные потери оккупационной армии могут возрасти в 1,5, а то и в 2 раза. То есть количество убитых и изувеченных героев СВО к концу года может составить и 700, и 800 тысяч для России. Как план на год, это вполне устроило бы и Украину, и весь коллективный Запад. Но есть одно «но». Никто не понимает, что будет происходить в следующем, 2025 году, когда на выборах в США победит либо непредсказуемый Трамп,
путающий Венгрию с Турцией и увиливающий от любых вопросов касательно его планов по Украине, либо победит Байден, прекрасно разбирающийся в вопросах мировой политики, но окруженный трусами, и поэтому также увиливающий от вопросов о планах по поводу победы Украины в этой войне. И можно сколько угодно с трибунным пафосом рассказывать о том, как великодушно Америка сейчас вложилась в победу Украины и кто для этого сделал больше, демократы или республиканцы, но это никакой не вклад в победу Украины, это вклад в непоражение Украины в 2024 году. Потому что 61 миллиард, даже если бы он был исключительно в военном эквиваленте, это капля в море, когда речь идет о Третьей мировой войне. Россия ежедневно тратит на войну около миллиарда долларов, то есть примерно в 6 раз больше, чем Украине в этом году решил выделить наш главный гарант по Будапештскому меморандуму. И в отличие от американцев, у россиян постоянно есть какой-то план. Да, он бредовый, да, он маньяческий, да, он никогда не сбывается, слава богу, и силам обороны Украины. Каким бы он ни был, но он хотя бы есть. Абсолютно точно я уверен, что план победы есть и у Украины. Вполне вероятно, что даже не один. Но Украина, к сожалению, не может победить Россию, КНДР, Иран и Китай в одиночку. Поэтому нужно, чтобы план победы Украины появился в Вашингтоне и чтобы он резонировал с планом победы, разработанным в Киеве. И очень хорошо, что в американском политическом руководстве находятся люди, задающие первым лицам соответствующие вопросы. Даже без оружия и с ограниченным человеческим ресурсом отважные защитники Украины превзошли все ожидания, удерживая линию фронта в борьбе с армией диктатора Путина. Проголосовав за пакет поддержки Украины, мы можем помочь Украине победить. Но чтобы это случилось, чтобы Украина победила, администрация Байдена должна озвучить реальный план поставок и обучения украинских военных. Это должно произойти сразу же после принятия пакета поддержки. По прикидкам военных специалистов и по отдельным сливам в СМИ мы понимаем, что Украине для полной победы над Россией нужно оружие примерно на 300-400 миллиардов долларов. По счастливому совпадению, примерно столько стоят арестованные на Западе российские активы. И этому самому Западу даже не нужно было бы заниматься никакой помощью или, боже упаси, благотворительностью. Они бы могли просто продать Украине это оружие, получив всю сумму с конфискацией российских активов. Нужна только политическая воля. Нужна только смелость. А этой смелости, к сожалению, нет. Запад зачем-то боится, что Россия начнет распадаться и ядерное оружие попадет к каким-то бандитам и террористам. Так вот, спешу этот самый Запад удивить. Российское ядерное оружие и так находится в руках бандитов и террористов. Более того, в прошлом году эти террористы на несколько часов теряли контроль над частью ядерного оружия. Летом 2023-го другие террористы из ЧВК Вагнера захватывали как минимум одно хранилище ядерного оружия в Воронежской области. И Армагеддона, как видим, не произошло. Наоборот, оставшись у власти, Путин усилил свое влияние и уже на полном серьезе угрожает напасть на страны НАТО. Запад должен почувствовать угрозу себе. Вы абсолютно правильно говорите, что во время Второй мировой войны вот эта консолидация всего значительной части человечества против гитлеровского фашистского режима, она произошла после того, как многие страны почувствовали угрозу себе. Ну, прежде всего, Великобритания, которую Гитлер бомбил, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, по которым союзники Гитлера наносили удары. То есть, на самом деле, я думаю, что если все-таки Путин решится расширить, так сказать, объекты агрессии, то тогда, в общем, ощущение того, что надо что-то делать не уже просто с помощью Украины, а просто надо заканчивать с этим фашистским режимом, такое понимание, скорее всего, придет. Поэтому план победы Украины – это на самом деле план ликвидации Украиной
путинского режима. Он ясен, как белый день. Украина полностью или частично разбивает российскую армию на своей территории. Путин теряет свою защиту, но ядерное оружие применить не может. В этом просто нет смысла, потому что какое бы оружие он ни применил и где бы его ни применил, огромные силы обороны Украины в любом случае будут уже способны дойти до Москвы за считанные часы и установить там международный порядок. Киев берет под контроль ядерное хранилище, по крайней мере, в европейской части России. А за остальное Запад торгуется с Китаем. Украина обеспечивает порядок на этих территориях на многие годы. Так дайте нам его навести. Если этого не произойдет, история повторится. И Западу придется нести намного большие потери и пенять на себя. Когда я вижу, чего достигла Россия, 2 года развивая свою военную промышленность, и когда я вижу, чего достиг Запад, я думаю, что на Западе что-то идет не так. Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась. Мы должны осознать, что наша Европа смертна. Она может погибнуть. Все зависит от выбора, который мы делаем, и этот выбор необходимо сделать сейчас. Стратегически, если мы говорим, что Украина является предпосылкой нашей безопасности, есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. Пожалуйста, доносите эту мысль в светлые, но отвлеченные умы наших западных друзей. Пора просыпаться. Для этого я, в частности, прошу вас делиться этим роликом у себя в соцсетях, ставить лайки и писать комментарии. Помните, что это помогает продвигать видео по всему YouTube. Также подписывайтесь на нас, если до сих пор не успели этого сделать, и задонатьте на силы обороны Украины вот по этому QR-коду. Каждая копейка важна. Это наше общее дело. Дело спасения всей планеты. До встречи в следующих выпусках. Берегите себя, берегите Украину. Слава Украине!